Всем привет, друзья! Сегодня пеку итальянский яблочный пирог. Название по-итальянски укажу в видео. Название видео. Для этого рецепта нам понадобятся яблоки кисло-сладких сортов, сочные, у меня домашние, из моего сада. С этим рецептом приготовления справится даже начинающий кондитер. Рецепт этот мне достался от одного итальянского шеф-повара. Рецепт семейный. В Италии этот пирог считается традиционным, и его может приготовить каждая хозяйка, даже начинающая хозяйка. Все здесь без заморочек. Давайте готовить. Для рецепта мне понадобится 3-4 яблочка. Яблочки нужно будет очистить от кожуры. Сердцевинку я уже вынула. Очищаем. Два яблока, возможно, нам еще понадобится, но я их пока отложу в сторонку. Теперь берем яблоко, вот так разрезаю напополам и нарезаю на такие тоненькие дольки. Толсто нарезать не нужно, так как тесто у нас такое будет очень нежное и быстро пропекаться. Чтобы был такой баланс пропекания между яблоками и тестом. Поэтому толсто не нарезайте. Друзья, посмотрите, яблочки нарезаны. Теперь для того, чтобы яблоки не почернели, нужно будет сбрызнуть их соком лимона. Вот беру где-то сок одного лимончика. И яблоки нужно будет хорошенько так вот перемешать, только легонечко, чтобы не повредить их. Вот такие вот, видите, долечки у меня получились. Яблоки отставляю в сторонку. Теперь займемся тестом. Для теста мне понадобится 6 яиц. Яйца средние, я их замеряла на весах. Здесь ровно 305 грамм. Добавляю чайную ложечку соли, такую неполную, под нож. 4 пакетика ванильного сахара. $250 грамм сахарного песку. У меня здесь мелкий кристаллический сахар. Всю эту массу взбиваю в пышную пену. Яично-сахарную смесь взбивала где-то около 7 минут. Теперь добавляю сюда сок половины лимона, цедра одного лимона, «100 грамм растопленного сливочного масла», «350 грамм муки», пакетик разрыхлителя, в пакетике 16 грамм. Добавляю сюда специи. Специи здесь необходимы. Мы добавили ванилин. Теперь вот к ванилину добавляем корицу.
Ванилин и корица очень хорошо сочетается. Вот корица отлично дополняет сладость и аромат ванили. Где-то вот пол чайной ложечки. Также добавляем сюда кардамон. Пол чайной ложечки. И все это нужно будет хорошенько перемешать. Друзья, в этот пирог еще необходимо добавить на кончике ножа муската, но у меня, к сожалению, нету. Теперь добавляю сюда 100 мл холодного молока и продолжаю взбивать с помощью миксера, где-то около 1 минуты. Вообще классический вариант приготовления этого пирога включает в себя ваниль. Но это у нас сейчас идет осенний вариант с яблочками. Сюда обязательно нужно добавить корицу, мускат, кардамон и ваниль. Для пирога я подготовила такую круглую форму, застелила пекарской бумагой, бортики тоже. Отправляем тесто. И вот поверх теста сейчас будем укладывать дольки яблок. Пирог буду выпекать в заранее разогретой духовке на 175 градусов. Время выпечки засеку. Обращайте еще внимание на особенности своей духовки. Кому-то понадобится больше времени, кому-то меньше. И яблочки укладываю друг возле друга. Просто как их вставляю в тесто. Сейчас вам покажу, чтобы вы увидели. Так, нет, наверное. Сейчас еще доложу и покажу. Вот, друзья, посмотрите, как у меня получилось. Вот такой вот пирожок. Отправляю его в духовку. Друзья, яблочный пирог достала из духовки. Посмотрите, какой румяный он у нас получился. Выпекала я его ровно 45 минут. Готовность пирога можно проверить с помощью деревянной шпажки. Если шпажка выходит сухой, значит пирог готов. Остывший яблочный пирог нарезаю на порционные куски. Вот, посмотрите, как красиво пирог смотрится в разрезе. Все здесь отлично пропеклось. Пирог очень ароматный. Непременно попробуйте испечь и вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.